По поводу того, что Россия на кого-то оказывает давление, на другие страны. Это кто это нам говорит об этом? Кто это говорит? Да наши партнеры, администрация только тем и занимается, что давят на все страны. Причем и на союзников. Сейчас стали раздаваться голоса о привязке потенциальной санкций уже к Сирии. На ваш взгляд, насколько это имеет смысл? Что касается изоляции, да у них моторесурса и бензина не хватит, чтобы все наши границы объехать. Какая изоляция такой страны, как Россия? Это просто исключено. Если мы будем поддаваться этому шантажу, мы в конечном итоге потеряем их в сфере экономики. Потому что превратимся в какой-то экономический придаток, кого бы то ни было. Этого Россия не может допустить, потому что она этого не переживет. Американских же бизнесменов, в свою очередь, беспокоит ухудшение взаимоотношений между Россией и США. Об этом вопрос бывшего конгрессмена от Демократической партии, а сейчас партнера юридической фирмы Рика Баучера. Мне кажется, что бизнесы в России и в США чувствуют себя лучше, когда отношения между нашими странами сильнее. Поэтому мне было бы интересно узнать ваше мнение о том, какова природа наших двусторонних отношений, как они будут развиваться. С действующей администрацией очень сложно вести диалог. Ведь диалог, вы бывший конгрессмен, я не знаю, всегда ли так было, но диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу. Мы-то готовы к диалогу, но диалог – это поиск компромиссов. Значит, теперь я отвечу на главное. Вот что нужно для этого сделать, для того, чтобы ситуация нормализовывалась? Нужно вести себя партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы. Интересно, что, несмотря ни на холод в отношениях, ни на западные санкции, присутствие на форуме представителей Соединенных Штатов Америки внушительное. Еще один вопрос Владимиру Путину о будущей смене президента США. Готовитесь ли вы к тому, чтобы работать с президентом Хиллари Клинтон в следующем году? Она описывала вас как человека, который прижимает другие страны. Американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным, и при любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединенных Штатов. Кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом. Если, конечно, руководитель Соединенных Штатов хочет работать с нашей страной. Нам ведь все время говорят, это тоже такая ущербная на самом деле позиция. Вот когда-то, лет 10 назад, Россию вообще не вспоминали, говорили, что о России говорить нечего, потому что она такая третьестепенная, значит, региональная держава, вообще неинтересна. Теперь проблема номер один во всей избирательной кампании – это Россия. Они только и говорят. Это, конечно, очень приятно, но только отчасти. Почему отчасти? Все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют наши отношения межгосударственные. А это плохо и для наших стран, и для всего международного сообщества. Не будем забывать, что в глобальном плане мы несем особую ответственность, как две крупнейшие ядерные державы, за поддержание международного мира и безопасности. В глобальном плане. И при этом, я вот уже, знаете, мы, как правило, стараемся не говорить об этом, но нам всегда шепчут во всей избирательной кампании. Это не только сейчас происходит. Это и в предыдущей избирательной кампании. При этом нам то в левое, то в правое ухо шепчут. Вы не обращайте на это внимания. Сейчас все это пройдет, и мы опять будем дружить. Но так нельзя. Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям. Но это просто как минимум несерьезно. Первое. Второе, по поводу того, что Россия на кого-то оказывает давление, на другие страны. Это кто это нам говорит об этом? Кто это говорит? Да наши партнеры, администрация только тем и занимается, что давят на все страны. Причем и на союзников. Спросили Владимира Путина и об обвинениях, которые звучат в адрес нашей страны от Демократической партии США. Якобы хакеры, которые взломали их сервер и передали информацию Wikileaks, работали при поддержке российских властей. Напомню, из опубликованных писем стало ясно. Демократическая партия вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет на праймерис, активно пыталась поддержать Клинтон, а не ее основного соперника Берни Сандерса. Какие-то хакеры вбросили информацию о том, как неблаговидно ведет себя штаб госпожи Клинтон в ходе избирательной кампании.
поддерживает одного внутрипартийного кандидата в ущерб другому. Началась истерика по поводу того, что это в интересах России. Да ничего там нету в интересах России. Но истерика вызвана только тем, чтобы отвлечь внимание американского народа от сути того, что выложили хакеры. А суть – это манипуляция общественным мнением. Почему-то об этом никто не говорит. Все говорят о том, кто это сделал. Разве это так важно, кто это сделал? Важно, что внутри этой информации. Ответил российский президент и на вопрос о сроке выполнения Минских соглашений. По словам Владимира Путина, украинские власти откровенно саботируют их реализацию. До сих пор полностью не выполнен ни один политический пункт. Нет и прямых контактов между представителями Донбасса и официальным Киевом. А без диалога на равных, который подразумевает совместный поиск компромиссов, учитывая интересы сторон, по словам российского лидера, ни один конфликт решить невозможно. У меня вопрос, который хотят задать вам все французы. Это касается отмены вашей поездки в Париж. Вы отменили свой визит. Мы понимаем, что позиция Олланда была продиктована вето России по Сирии в Совете Безопасности. Скажите, пожалуйста, не слишком ли риска ваша реакция? У меня вообще, я так считаю, очень такая устойчивая химия сложилась с рядовым российским гражданином. И я уже достаточно долго исполняю обязанности президента, но даже я не могу сказать, что я вот от имени каждого российского гражданина могу выступить, потому что не уверен, что знаю настроение каждого человека. Вот вы сейчас сказали, что наша реакция была слишком жесткой. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы очень дорожим отношениями с Францией и считаем Францию одним из наших приоритетных партнеров в Европе. Мы не любим ковыряться в этом белье в дипломатическом. Оно только внешне так все, это все красиво, иногда так, запах не очень приличный. Но если мы вынуждены, то мы тогда должны что-то говорить. Я вам отвечу. Не наши партнеры должны обижаться на эту ситуацию по поводу этого вето нашего на французскую резолюцию. Это, скорее всего, мы должны обижаться. И скажу почему. Наш уважаемый друг и коллега, министр иностранных дел Франции, приехал в Москву, изложил резолюцию французской стороны, на что наш министр иностранных дел заявил: мы не будем голосовать против, если вы учтете наши поправки и наши соображения по этому вопросу. На что французский коллега его отметил: да, конечно, мы и не хотим нарываться ни на какое вето. То же самое было сказано нашему представителю в ООН в Нью-Йорке. Министр иностранных дел Франции улетел из Москвы в Вашингтон. На следующий день вышли с господином Керри, обвинили Россию во всех смертных грехах. Никто вообще не стал с нами ни о чем разговаривать и ничего обсуждать, и вбросили эту резолюцию в Совет Безопасности, явно ожидая нашего вето. Зачем? Но не для того, чтобы резолюция прошла, ее вбросили, зная нашу позицию и не обсуждая даже с нами наши предложения, а для того, чтобы получить это вето. А зачем? Чтобы обострить ситуацию и раскрутить антироссийскую истерику в подконтрольных средствах массовой информации, обманывая на самом деле свое население, своих граждан. Я имею сейчас в виду не только Францию, но многие европейские страны и Соединенные Штаты. Особенно это ценно, видимо, в условиях предвыборной борьбы. Но я не знаю, соответствует это интересам европейских стран или не соответствует. Но вот так вот просто обслуживать внешнеполитические интересы, а может быть даже и внутриполитические интересы своих союзников, в данном случае Соединенных Штатов, не знаю. Это разве роль такой серьезной политики и серьезных стран, которые претендуют хотя бы проводить на то, чтобы проводить независимую внешнюю политику и называться великими державами? Я не знаю. Это такой способ ведения дел на международной арене, который называется давлением и шантажом. Но в отношении России это никогда не проходило и не пройдет.
При этом Владимир Путин уверен, отмена визита не должна сказаться на экономических связях наших двух стран. Вопросы президента от инвесторов один за другим. Подчас даже переводчики терялись. Не сразу перешли на китайский. Английский требовал уточнения, бизнес-язык специфический. Русским же некоторые участники увлеклись. Это не вопрос, это выступление, но мы вас внимательно слушаем, это интересно. Да, спасибо. Я уже прошел середину вопроса, так что скоро будет сам вопрос.